Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю всеми любимый советский торт «Дамский каприз». Десерт по данному рецепту получается очень вкусный, с интересной начинкой в разрезе, состоящий из сливочного крема на вареном сгущенном молоке и сметанными коржами, которые имеют различные по составу наполнители. Разнообразие коржей обогащает торт не только вкусовыми особенностями, но и отличительной текстурой каждого слоя этого изделия. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце я покажу, какой красивый и аппетитный разрез в итоге получился. Торт получается стабильный с учетом всех нюансов, ведь вы готовите на канале Сладкий Мастер. Количество мака сухого я указал в рецепте без учета жидкостей. Сухой мак предварительно распарил в молоке в течение 2 часов на медленном огне, чтобы он набух и стал более мягким. Изюм и чернослив промыл и обсушил на полотенце. Дополнительно грецкие орехи с черносливом порубил на мелкие фрагменты. В сметану добавляю сахар, сок лимона и перемешиваю до однородности. Добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю до однородности. Добавляю муку, соль, ванилин, соду и цедру. Перемешиваю на низких оборотах миксера до однородного теста. Вливаю молоко и перемешиваю. Вот такое сметанное и относительно текучее тесто получилось. Сметана тесто разделяю на 4 равные порции. В целом каждая порция получилась по 330 грамм. В первую порцию теста добавляю мак и перемешиваю. Во вторую порцию добавляю изюм и перемешиваю. В третью грецкие орехи и перемешиваю. В четвертую просеиваю какао через сито, добавляю чернослив и перемешиваю. Дополнительно в шоколадный замес вливаю молоко согласно рецепту и перемешиваю, чтобы шоколадная порция теста разжижилась и стала идентичной по плотности с остальным тестом. Выкладываю тесто в форму, предварительно выстеленной пекарской бумагой диаметром 21 см. Если ваша духовка с абсолютной конвекцией, выпекать можно сразу 4 формы за один раз. Выпекаю по 2 формы с тестом в духовке, разогретой до 170 градусов 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Выпеченные бисквиты я оставляю при комнатной температуре до полного остывания. Для приготовления крема 2 половника из общего количества сливок добавляю в варенку и перемешиваю. Это делается для того, чтобы при добавлении варенки в сливки получился однородный крем без крупинок. Добавляю варенку в сливки. Перемешиваю на низких оборотах миксера, чтобы получился устойчивый сливочный крем. Очень важно не перевзбить сливки до творожного масла, иначе крем будет просто невозможно восстановить. А статью, как правильно взбить сливки, я оставляю в описании к этому рецепту. Вот такой стабильный сливочный карамельный крем получился. Для приготовления пропитки в сгущенное молоко вливаю воду и перемешиваю до однородности. Молочная пропитка для торта готова. Острым ножом разрезаю остывшие бисквиты на 2 половинки. В итоге у меня получилось 8 ароматных и очень красивых в разрезе коржей. Перед тем, как приступить к сборке торта, на рабочую поверхность наношу немного сливочного крема для устойчивости. Укладываю первый корж срезанной стороной вверх, пропитываю поверхность коржа. Наношу сливочный крем и равномерно его распределяю. Друзья, если вам понравился торт «Дамский каприз», буду очень признателен, если поставите лайк и поделитесь рецептом в своих социальных сетях. Таким образом вы существенно продвинете этот видеорецепт и поднимете рейтинг канала Сладкий Мастер, а меня это еще больше стимулирует снимать рецепты тортов с тщательно разработанными нюансами. Сверху укладываю второй корж, также срезанной стороной вверх, проделывая идентичные манипуляции. И таким образом собираю торт. Оставшимся кремом выравниваю торт с помощью плоского шпателя. Для придания завершенности обсыпаю торт рубленными грецкими орехами. Для более надежного скрепления осторожно прижимаю орешки к торту. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 3 часа, чтобы он напитался, стал стабильнее и вкуснее.
Торт «Дамский каприз» — это настоящее изобилие ароматов и вкусов. Сметанные коржи без яиц получились настолько нежными и мягкими, что практически скрепили сливочным кремом в единую начинку. Сливки с вареной сгущенкой — это отличное сочетание сливочного крема с карамельным привкусом. Такое разнообразие начинки делает его по-настоящему восхитительным десертом, который всегда ценится на любом празднике или как угощение к столу. Традиционная текстура торта настолько разнообразна, что позволяет ощутить все ингредиенты в этом торте. Не зря этот торт еще называют королевский, так как он действительно благодаря такому богатому разнообразию восхитительных вкусовых оттенков покорит все сладкие предпочтения даже на королевском банкете. Обязательно приготовьте торт «Дамский каприз» и порадуйте себя и своих близких тем самым непревзойденным вкусом этого проверенного годами сладкого изделия. Рекомендую подавать торт горячему крепкому чаю или кофе без молока. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.